Всем привет! Я Татьяна Бугри, вы на канале о маникюре. Это видео обещает быть не маленьким, потому что дошли руки у меня до распаковки этой огромной посылки с множеством интересных штучек. Таких посылок мне приходит нечасто, поэтому я надеюсь, что это видео будет полезным и интересным. И меня обычно разрывает от любопытства все это раскрыть, но при этом нужно сделать немаленький обзор. И я, проходя мимо этой коробейни, откладываю все на потом, потому что знаю, что это много времени и работы занимает. Нужно же все распаковать, раскрыть, покрутить на камеру и так далее. А еще у меня в гардеробе много белых вещей, поэтому я покупала петличку соответствующего цвета, но когда собираюсь снимать, почему-то оказываюсь в контрастной одежде, и петличка становится ярким пятном. Но я думаю, что это не проблема, да? Итак, в этот раз я распаковку сделала несколько иначе. Сняла, как все это выглядело изначально в посылке. Ну, там ничего не понятно, но надежно. Защищено все от протечек, и это важно, так как у меня здесь много жидкостей разных. Я сняла исходник и распаковала все и начала пользоваться, тестировать, то есть. И уже с мнением о товарах села записывать это видео. Кстати, если вы обратили внимание на тайминг видео, оно вышло нереально длинным. И выставляя опросы в своих соцсетях, большинство было за длинное видео. Я этому очень обрадовалась. И в этом видео много болтовни про материалы, но это я компенсирую выполнением разных дизайнов ровно на то же количество времени, что и распаковка. Надеюсь, вам это понравится. Итак, посылка это от Oddiva, это мультибрендовый интернет-магазин, поэтому я имею счастье познакомиться с огромным количеством разных брендов, в том числе и с новым, как Zina, например. И в целом в магазине много новых брендов появилось, что упрощает закупку мастеров даже разных профессий, потому что на Oddiva есть товары для депиляции, для лэшмейкеров, для боди, там что-то арта и тому подобное. Это удобно, тем более, что закупаясь на Oddiva, вам на разную сумму вкладывают подарки, например, леденец плюс цена вашей покупки и возрастает, и вам добавляют масло для кутикулы. И финально это гель-лак с кошачьим эффектом. Очень классный, красивый и универсальный. Итак, реклама, внимание, закончилась, и дальше будет обзор. В чем отличие? Рекламодателю важно, чтобы было упоминание про магазин, его преимущества, скидки, акции, розыгрыши и анонсы другой активности. Но работа с материалом, брендами, что как носится, как выглядит, как это пахнет, это уже обзор тех или иных материалов. А то некоторые пишут в комментариях: полвидео рекламы, алло, реклама 20 секунд про магазин или сайт, все остальное это обзор. Причем полезный, качественный, поэтому не путайте, это бесит. Спасибо. Ну а для адекватных людей тайминг под видео с пунктами по разделам этого ролика будет обязательно. Все для вашего удобства, и мы начинаем. Итак, новинка бренда Adriecuco, бренд, который мы с вами знаем как по товарам для маникюра, для гель-лака, но они выпустили еще и шампуни, бальзамы и маски для волос, такая вот неожиданность. И это выгодный для меня объем, литровый, потому что с моей длиной волос нет смысла размениваться на флакончики по 200 мл, поэтому я, конечно же, присмотрелась к этому объему. Плюс ко всему, это очень даже выгодный объем получается, потому что стоимость шампуня литрового 515 рублей. Мне кажется, это просто находка. Почему же, да, такая может быть цена, как я думаю, что упростили упаковку. Она довольно-таки обычная, пластиковая, но составляющая этого продукта мне очень даже понравилась. Я не знаю, у меня волосы непривередливые, пахнет приятно, не оставляет какой-то плотный шлейф за собой. Здесь у меня шампунь с ягодами годжи, бальзам такой же и маска тоже, естественно. Эффект я получаю абсолютно нужный для меня. У меня чистые волосы, после бальзама они мягкие, и после маски раз в неделю кончики не такие сухие. Дальше товары снова для волос, только уже от компании Estelle. И здесь такая серия 18+. Меня это название под категорией заинтриговало, потому что я подумала, конечно же, что это про возраст. Но нет, это здесь про эффекты, да, про плюсы, которые доставляет нам эти средства. Но, конечно же, чтобы добить до 18, у нас здесь эластичность, сияние, легкое расчесывание, увлажнение, питание, гладкость, мягкость, шелковистость, в общем, упругость. Здесь потрудились над синонимами, да, чтобы добить до этой цифры. Но
пусть будет так. Меня здесь привлекло это антистатический эффект. Потому что сейчас мы уже достали тепленькую одежду, волосы электризуются, пушатся, вот так вот развиваются, как антенны в разные стороны, поэтому это актуально. Аромат здесь приятный. Ничем не как-то не выделяющийся, пахнет вот шампунем. Я не знаю, как должен пахнуть шампунь. Здесь нет никакого конкретного аромата, вот просто пахнет, ну, как чистотой, наверное, не знаю. Здесь еще есть третье средство, это спрей. Я забыла его дома. Обязательно оставлю кадры, покажу. И вот спрей тоже с этой же серии, антистатическим эффектом. Мне кажется, это прям классно. Еще одна линейка от Estelle за уходом для волос и тела. На этот раз уже. Это новинка Роса или Росса, Розе, в общем, что-то в этом духе. Я думаю, что здесь связано название именно с розой, потому что аромат именно такой. И здесь я заглянула в стоимость этих товаров и чуть-чуть подофигела, потому что цены выросли. И теперь это хоть и профессиональная линейка косметики, да, ухода за волосами, но все же цены прям вообще какие-то кусючие стали. Тем не менее, я не знаю, как у всех, как у многих, но у меня есть такая фишка. У меня есть какие-нибудь обычные товары, повседневные, грубо говоря, которыми вот просто нужно, чтобы были чистые волосы, чтобы жир не капал на лицо с них, да. А есть товары, которыми хочется пользоваться в какой-то особенный день, сделать себе какой-то вот релакс-день, всем чем угодно намазываться, намываться, чтобы все это пахло, красиво выглядело. И вот, например, здесь есть масло для душа. Здесь, в принципе, в этой линейке классный аромат. Такой я почувствовала, когда попользовалась этими товарами. Приятный какой-то такой шлейф, дорогой, насыщенный цветами, цветочный аромат, потому что и вот это масло для душа, нежное очищение, питание, увлажнение, аромат. И оно действует так, что в соприкосновении с водой начинает образоваться такая легкая пенка. В общем, все это так тактильно приятно, на аромат тоже потрясающе, что вот в такие вот релакс-дни это использовать прям самое то, для меня. Поэтому совершенно легко могут умещаться в моем арсенале и более дорогие товары, и совершенно бюджетные. Как я уже сказала, с моими волосами ничего сверхъестественного не происходит. Но мне кажется, заметить какой-то видимый эффект можно только если вы до этого пользовались какими-то, я не знаю, средствами вроде шампунь за 5 литров, за 23 рубля с экстрактом крапивы или ромашки. И вот тогда какие-то такие товары вас могут поразить или удивить. Я же, да, еще то, что я люблю, это чтобы были товары, не пересекались ароматы, не перебивали друг друга, поэтому люблю пользоваться вот такой вот прям уже комплексной линейкой, да. Еще туда же ко всему прочему у меня была вот такая вот свеча, которую я уже, как я сказала, посылку я уже распаковала давно, уже потестила все продукты, она здесь запаленная уже. Это арома-свеча, но и массажная свеча, то есть вы ее зажигаете, топится этот воск с маслами, и потом вы его используете. Он чуть-чуть остывает, наливаете себе в ладонь и массажными движениями распределяете его по телу. И здесь, да, я понимаю, что эта упаковка должна быть огнеупорная, да, она сделана из стекла, но это такое темное, затемненное стекло. И берешь, когда эту упаковку в руку, ощущение чего-то дорогого, приятного. Ведь мы же многое воспринимаем именно через визуальный контакт, тактильное восприятие. И я просто так релаксанула, вот когда в затемненном видео снимала эту баночку, горела свеча, потом она затухла, пошел дымок, этот приятный аромат, действительно масла там есть, когда я сделала массаж, распределила этот воск по телу. Товары для ухода за телом еще у меня есть от Летик, и кажется, магазин Одива хотели сделать на это какой-то бонус для зрителей, сделать какой-то розыгрыш в своем телеграме. Не знаю, будет ли это актуально на момент выхода видео. Если что, все анонсики будут расписаны в инфобоксе. Что я хочу сказать? Здесь был вот такой вот скраб для тела, на котором нарисовано, значит, морковный пирог или торт. Я не совсем сразу поняла, что это именно морковный торт, но когда я открыла баночку, начала ее нюхать, я просто была так потрясена этим ароматом. На вид тоже все это было аппетитно, плюс эта картинка. Блин, вы не поверите, захотела испечь дома такой морковный пирог.
Это просто что-то невероятно вкусное. Мне почему-то здесь пахло изначально персиком. Как вы видите, я здесь уже пользовалась, да, слюновыделение пошло. Это все нормально. Действительно, здесь соком моркови, немного тело стало оранжевым становиться. Я даже припугалась, не покрашусь ли я, но нет, все смылось, все хорошо, скраб приятный, но я реально у меня слюни потекли на эту упаковку, и я делала пирог. Всем, кстати, он очень понравился. Пошли пить чай в гости с этим пирогом. Было вкусно. Я потрясена, как это все влияет все на нашу психологию, на наше поведение и так далее. Здесь еще была вот такая вот массажная фиговина, не знаю, такой шпатель. В общем, это деревянная штучка для массажа. Здесь нарисованы стрелочки, как им управлять. Можно делать массаж и для лица, и для тела. В общем-то, у меня от этой фирмы была в прошлой распаковке щеточка такая, и она для меня была жестковатая. Дело в том, что у меня свои причины есть на это, да, сосуды достаточно хрупкие, поэтому на бедрах особенно как-то делать сильно интенсивный массаж или какое-то невероятно жесткое скрабирование у меня вызывает, сосуды лопаются, короче. И я попробовала вот эту штуку, она более нежно действует, но действует ли она? То есть, вероятнее всего, абсолютно любой массаж приведет вас к какому-то положительному результату. Вы будете спустя какое-то время, возможно, наблюдать эффект. То есть, штука, я думаю, что не бесполезная, тем более, что компактная. Вот так вот вообще мало места занимает. И гель для душа, просто гель для душа, офигенно тоже пахнет, ярко выражено. Мне сначала показалось виноградом, но здесь нарисована черная смородина. Да, действительно, рассмотрела, что это черная смородина, и сразу пахнет черной смородиной, хотя изначально пахло мне виноградом. Дальше, для ухода за телом, за руками и так далее, у меня есть крем-парафин от Гратол, малина, мята. Крем-парафины не сильно люблю, хочу вам сказать. Что может нам давать парафин? Да? Он может поспособствовать какому-то проникновению, сочетание мне не сильно нравится по аромату, способствовать какому-то проникновению масел, да, в кожу, и при этом запечатать, как будто бы у вас парафином, да, облитые руки, и там ветер, холод не будет так воздействовать на кожу рук. По поводу больше, чем он может быть интересен, я не знаю. Но есть еще суфле парафин. И это очень прикольная штука, которую я успела уже также попробовать, как и многие товары из этой посылки. Я не знаю, как прочитать этот бренд. Livsi. В общем, не буду издеваться над маркой. Я думаю, что вы все ее увидите поближе также. Здесь есть с ароматом суфле парафин и без аромата. Это классный подход, потому что я так как по реакции на тот крем-парафин, я не очень люблю какие-то ярко выраженные, какие-то слишком сладкие, очевидно понятные ароматы. Этот суфле парафина действительно без аромата, он такого жемчужного цвета и невероятно нежной консистенции, действительно как суфле. Он очень мягко распределяется в целом как крем. Он не дает влаге испаряться из кожи, масла напитывают ее, и верхний слой защищен. Я так думаю, что от вредных воздействий нашей суровой природы в том числе. И в целом у меня товары для тела, для волос и все, что не касается маникюра, закончено. Теперь мы переходим пусть будет это дезинфекторы. У меня такой вот дезинфектор Multi-DS для поверхностей. И знаете, чему я не обрадовалась, как вы думаете? Здесь, тоже подпись Bubblegum. Воняет жвачкой, я не знаю, кому это нравится. Multi-DS я обожаю именно за то, что он без ярко выраженного запаха. Не знаю, может быть, я только чувствительна к ароматам, но меня раздражают даже гель-лаки, которые пытаются замаскировать вот этим вот запахом жвачки. Так, повозмущалась я на запах, но хоть в моей студии будет сладко слишком пахнуть, но это удобно. Во-первых, объем большой, для любых поверхностей подходит. Есть пульверизатор, вы хоть можете развести с вот такого концентрата небольшого объема, тоже раствор для обработки поверхностей, но нужно сначала где-то купить вот такой вот дозатор большой с пульверизатором. И быстро, легко, без особых усилий протирать все поверхности, что тоже требуется в нашем деле, в наших кабинетах. Также Multi-DS есть концентрат
дезинфекции. Здесь написано 20 литров рабочего раствора из одного флакона. Посчитав, да, на дезинфекцию совместно с ПСО, действительно хватает, если концентрацию делать 1%. Здесь 200 мл, собственно, мы получаем 20 литров рабочего раствора. В чем здесь еще преимущество, как я уже сказала, особо без аромата. Здесь сейчас есть удобная таблица, чтобы не лезть в интернет, вы можете просчитать тот процент раствора, который вам нужен. Также вам здесь написано и сколько нужно налить воды для того или иного процента. Мультидез не вызывает коррозии инструмента. В этом, конечно же, плюс. Время выдержки здесь тоже написано, что удобно. Рабочий раствор может храниться 28 дней, это немало, классно. Очень удобно тоже для мастеров. Какой здесь еще огромный плюс? Этот раствор годится для холодной стерилизации, для химической стерилизации. В тот момент, когда мне спрашивали всегда, как ты обрабатываешь щеточки, которыми я пользуюсь, они у меня были ранее не одноразовыми, я их стерилизовала вот в этом растворе. Просто нужно увеличивать концентрацию до 4 или 5%. И этот инструмент, этот раствор тогда годится для полной стерилизации, то есть без использования сухожарового шкафа. Убивает абсолютно все. Но проблема в том, что когда мы вынимаем инструмент, либо чтобы это не было бы из этого раствора, промываем под водой, то он уже автоматически становится нестерильным, в отличие от когда мы инструмент достаем из сухожарового шкафа в крафт-пакете. Вот пока мы не вскрыли этот крафт-пакет, он находится абсолютно стерильным. Да, там по истечении тоже какого-то времени хранения этого крафт-пакета. То есть здесь, доставая инструменты с раствора, промывая их, он уже находится в нашем воздухе, который в целом наши кабинеты не стерильны, это не хирургическое помещение, поэтому инструмент становится не стерильным. Но так как мы не работаем с открытыми ранами, я в принципе за безопасный маникюр, все грибковые инфекции и так далее убиваются в холодной стерилизации. Не знаю, открытие это для кого-то, будут ли какие-то дискуссии в комментариях, но тем будет интереснее, да, их почитать. Здесь ремувер, который эффективно удаляет коррозию с инструмента. Здесь ремувер, который био, то есть он удаляет органические загрязнения с инструмента. Это важные две штуки, чтобы его не выбрасывать, прилично выглядеть в глазах клиентов своих. Нужно инструменты эти очищать, убирать, и мне это тоже необходимо. Удобно, такой небольшой формат, не нужно вот эти бутыли закупать, которые в целом не так часто используются, поэтому стоят у нас долго и нудно. И концентрированные средства для дезинфекции и предстерилизационной очистки. Также этой фирмы, и у меня есть Pro-версия и просто дезинфектор. Pro-версия там чем-то более концентрирована, в общем-то. Здесь уже такой удобной сетки для просчета количества раствора и его концентрации нет, поэтому нужно лезть в интернет, но в этом тоже сложности особо, я думаю, что не будет. В общем, дальше у меня очень важная штука, еще не пробовала. Это крем-воск с маслом Монарды. В чем преимущество этого воска? Мы можем закладывать его в небольшой анихолизис без зачистки. Многофункциональный, не только в анихолизис можно положить. Можно еще, это что у нас? Компания Гартол. Можно его наносить на пяточки, на стопы, между пальцами, если есть какие-то опрелости, есть какое-то нарушение кожного покрова, есть какой-то грибок. Идеально. Так, здесь не только защита от грибка и анихолизиса, но и прекрасное мгновенное увлажнение, восстановление кожи и избавление от трещин. Дальше из интересного у меня дегидратирующий тоник для рук от фирмы Bloom. С вот таким удобным пульверизатором. Уже попробовала у себя на руках. Это средство реально как-то смягчает кожу. Дегидратирующий, то есть значит мы удаляем влагу с кожи рук, с ногтей, да, излишнюю. Здесь аромат мохито, но это еще терпимо, это я еще могу терпеть. Так, применяется для завершения процедуры маникюра и педикюра, действует как очищение, увлажнение, антисептическое средство, выравнивает текстуру кожи. Короче, это средство должно быть идеально подходить для завершения маникюра перед фотографией, чтобы убрать все пылиночки, сориночки, шелушинки где-то на коже, да, кожа рук где-то побелела после пыли, после всего. Поэтому я думаю, что это будет топ-средство, и я уже его заочно люблю, потому что попробовала на своих руках,
и реально ощущение мягкости появилось даже без использования крема. А перед фотографией мы крем не можем нанести, будет все жирное, маникюр весь зажирится, вот как у меня после крем-суфле все стало мутное, поэтому это топ-вещь будет по-любому. Эти глаза разбегаются. Одноразовые щеточки. Одноразовые щеточки от фирмы Atis. Здесь много-много щеточек, но все они очень тоненькие. Ну как так? А вот щеточки от Smart, которые я уже пользовалась, которые я уже пробовала, абсолютно идеальные для одноразовых щеточек. Хотите на перчатку себе приклеите, хотите на одноразовую пилочку приклеите, хотите приклеите, не знаю, на какую-нибудь старую свою щетку, убрав с нее ворс, будете приклеивать постоянно свою щеточку одноразовые вот такие вот пластины. Очень мягкая, пушистая и идеально убирает всю пыль. Не знаю, кто, для кого она супер мягкая. Считается, что как бы пыль все не убирается, наоборот. Ей просто можно вмяться в ноготь и все счистить. И при этом клиенту будет комфортно. Вы его расцарапывать не будете. Итак, дальше. Вот такой вот набор всего интересного. Первое, о чем хочу сказать, это пилочки с одноразовыми чехлами-файлами. Покажу поближе, я думаю, что отдельно, потому что сейчас неудобно. Разный абразив и, конечно же, основа на эту пилочку металлическая. К сожалению, основы не сходятся с нашими пилками от Stalex, которые были у нас в ходу. Нет также деревянных основ, и пока что мы от этой фирмы не получили обратной связи о том, будут ли еще деревянные пилочки. Ну и, конечно же, почему-то меня раздражает тот факт, то, что сделали другой размер. Но сделали бы уже те же. Вот у меня остались какие-нибудь пилки, чехлы, да, от предыдущей фирмы. Почему я не могу их использовать вместе с этой фирмой, чтобы так безболезненно перейти на другую марку? Нет, всем нужно чем-то выделяться, чем-то отличаться и придумывать геморрой для мастеров. Чуть позже на практике этими файлами я распилила себя в мясо, не ожидая подвоха, так резанула 2 пальца. Со Stalex такого не было никогда. Видимо, недостаточно просто визуально повторить эти файлы. Нужна технология. И это вообще не годится. Обращаясь к марке со слезами на глазах, нужно переделать срочно. Дальше от фирмы Atis. Многоразовые пушеры-стилусы. Мы получаем безаппаратный маникюр. Безопасный. Ну, как мы знаем, да, если неправильно пользоваться, то безопасность у нас будет вся нарушена. И также мы можем получить пропилы разного размера пушера, также есть угол наклона разный, есть одноразовые файлы. Маникюр может получиться безаппаратным с их помощью. Файлов действительно очень много, разной гритности. Буду смотреть мастер-классы, делать маникюр на себе чуточку позже. Так, ну а дальше остались уже такие товары, знаете, которые уже совсем миниатюрные, их нужно показывать под лупой. То есть я сейчас пересяду за тот стол и буду показывать вам распаковку уже поближе, чтобы вам было все видно. Еще буквально несколько баночек покажу вам и перехожу к маникюру, будет интересно. Много продукции от Biotech. Они выпустили жесткие гель-лаки, жесткие базы, но есть еще и плотно пигментированные гели во флакончиках с кистью. Цветные базы, в общем, сейчас все потестим. Жесткость базы не такая, как у Bottle геля, например. Этот продукт чуть мягче. И мне в использовании ближе все же Bottle геля. Должно быть удобство в использовании геля, а жесткая база, как по мне, менее востребованный продукт у меня как-то вот не зашло. Ни рыба, ни мясо, так сказать. Потому что либо если у меня короткие ногти, я использую обычную базу, если длина больше среднего, то использую Bottle гель или гель. Зачем мне жесткая база? Цветные базы говорят сами за себя, они плотные по пигменту, хороши в один слой, классно подходят для педикюра, такими я уже пользовалась. Нужна тонкая подложка, ну и в целом 2 тоненьких слоя и готово. Не забывайте, что пигмент плотный, и слой прокрасить нужно такой, чтобы он заполимеризовался в лампе. Жесткий гель-лак – это новинка, такого я еще не встречала, и здесь, как мне кажется, производители запудрили уже окончательно мозги всем начинающим мастерам. Вроде бы гель-лак – это пластичный продукт, но, внимание, теперь он почему-то жесткий. Это странно, но он действительно не пластичный, хрупкий, лопнул у меня в руках, и за счет пигмента наносить его нужно тонко, чтобы просох. Есть базы и топы у этого бренда, прозрачные жесткие базы. Этот бренд очень востребован среди аллергиков. Много положительных отзывов на него. Вот еще одна жесткая база от Гратол. Она правда жесткая. Сломалась у меня в руках на изломе. Вот такую жесткую базу я называю Bottle гель, потому что это жесткий продукт в бутыльке. И все логично, без запудривания мозгов.
Дальше база бескислотная от Iris K. Без кислоты она не может быть, так же как и жидкость для снятия гель-лака не может быть полностью без ацетона. Кислота просто в пониженном процентном соотношении, то есть в нормальном. Но вредит ногтям не столько кислота, как все вот эти непросохшие продукты, которые влияют и воздействуют на наши ногти во время носки. Поэтому очень внимательно следите за слоем, который вы наносите, и за своей лампой. Можете сделать такой тест всех своих продуктов, которые у вас есть, затестить их на подложке и то, как просыхает ваш материал в тот или иной слой. Дальше гели новой марки Zina. Это бренд российский, и логотип мне лично нравится вот в таком оформлении. Очень стильно смотрится. Стоит недорого и есть большие выгодные объемы. По запаху мне напомнили камуфляжи, когда я работала на большом потоке с наращиванием и покупала гели в литровых объемах. Нахлынула на меня прямо-таки ностальгия по этому запаху. Стоит попробовать вначале, конечно же, маленький объем, понять, нравится ли вам по консистенции, определить цвет камуфляжа, который вам подходит и так далее, а потом уже закупаться большим объемом, это правда выгодно. Или вообще пробниками пользоваться, например, у торговой марки Опция есть такие. Редко их можно застать в наличии, но вот на Udiva можно иногда поймать. Это гипоаллергенная продукция, цена бюджетная и много комментариев я встречала, отзывов именно своих зрителей, что Опция спасает тех, у кого действительно аллергия на гель-лаки. Мы приближаемся к завершению этого большого обзора, и я вам хочу еще сказать о том, что магазин Udiva предоставляет моим зрителям 15% скидку. Вы найдете все подробности в инфобоксе. Это уникальная возможность сплюсовать эту скидку или просто ею воспользоваться. Как я уже сказала, магазин с огромным количеством материалов и не только для маникюра, поэтому я уверена, что вы выгодно там закупитесь. У меня остались гелевые типсы. На мое удивление, они еще и цветные. Вообще, маникюр для ленивых. Это бренд Bon Preti. Я серьезно их до сих пор не воспринимаю, не использую на клиентах, но вот для быстрых дизайнов они будут идеальны. Есть и другие цвета и формы. Также к ним есть клей от разных торговых марок. Он одной консистенции у всех, как пластилин. Это что-то новенькое. Причем этот клей, он универсален, может подойти и для крепления декора. В полной мере я еще не затестила этот продукт, но в использовании уже он у меня был. Есть еще клей цветной. Как назло, засунула куда-то прозрачные типсы, вот такие же, чтобы вам это продемонстрировать. Там получается такое уже сразу цветное ногтевое ложе. Ну, тоже практически готовый маникюр выходит. Еще от Bon Preti у меня металлическая гель-краска красивенного оттенка, как розовое золото, такой ненавязчивый цвет, но и не банальный, ни серебро, ни золото, вот какой-то такой благородный цвет. Посмотрим на нее и многое другое в деле, потому что вас ждет 4 варианта дизайнов от меня. Ну а в начале маникюр в новой технике стилусами наконец-таки дождались. Как я уже и сказала ранее, я поранила пилками 2 пальца довольно-таки глубоко. В сравнении я взяла Stalex чехол и с той же интенсивностью опилила свободный край, и даже следа не осталось от пилки. Прошло время, и у меня уже зарос маникюр, а порез еще есть. Абсолютно не затянулся. Это доказывает то, что он был сделан довольно-таки глубоко. И это критичный показатель не пользоваться таким продуктом. И поэтому я вот файлы Stalex полюбила с первого взгляда. Здесь нужны доработки однозначно. Итак, маникюр с стилусами Adis. Их 2 размера, длиннее и короче, а также угол наклона лопаточки. Номер 40 идентичен с апельсиновой палочкой, поэтому буду использовать его. Одноразовые файлы на стилус 2 видов. Внешний файл и овал. У всех есть гридность, как и у любого абразива, и есть 2 цвета. Белый и серый, 2 веселых гуся. Один водонепроницаемый, не знаю для чего, другой нет. Поэтому я не запомнила, какой и чего ненужная информация. Сейчас будем выполнять безаппаратный маникюр. Возможно, это очень классная возможность потренироваться новичкам, у которых еще нет аппарата и в целом боятся с ним работать. Но, как по мне, техники совершенно разные. То есть набить руку перед аппаратом не особо удастся. В аппарате другие манипуляции, движения и так далее. Прежде чем приклеивать файл, помогаю себе щеточку разместить на перчатке, кутикулу отклеиваю, все так же, как и апельсиновой палочкой, а далее обезжириваю поверхность этого стилуса пушера для того, чтобы хорошо и качественно приклеить абразивы одноразовые. Отклеиваем вот эту вот подложечку, беру сначала форму овал, буду приклеивать его немножечко с зазором,
чтобы вот тут вот у меня остался такой небольшой отступ. Приклеиваю, переворачиваю пушер и своим большим пальчиком как бы вминаю вот сюда вот вовнутрь файл, чтобы он приклеился. Отлично, готово. Далее беру внешний файл, нужно его вначале покатать об сам пушер, чтобы он принял немножко такую овальную форму. Затем снимаю подложку и приклеиваю его практически в стык к файлу овал. И вот такой вот пушер с абразивом у меня теперь получается. Далее, как мы работаем с фрезами, выполняя маникюр? Мы вначале счищаем птериги с ногтевой пластины. Вот здесь мы также начинаем счищать птериги с ногтевой пластины файлом овал. Прямо-таки располагаем его на ногти и несложными туда-сюда-образными движениями счищаем птериги с ногтевой пластины. Вместе с тем мы и опиливаем натуральную ногтевую пластину. Продвигаемся мы от одного бокового валика через всю кутикулу к другому боковому. Можем в обратном направлении спуститься и продвинуться в те места, где нам кажется, что птериг еще остался. Также почистить боковые валики обратной стороной пушера, самой палочкой, где у нас также расположен абразив. Маникюр у меня здесь не заросший, но по технологии выполнения такого маникюра еще нужно вывернуть кутикулу, и на самом деле в уроках представлен вариант, когда мы делаем не обрезной маникюр этими пушерами, а полностью идет счищение кутикулы, дополнительно еще бафиками, которые у меня для обзора нет, поэтому я буду срезать свою кутикулу ножничками. После таких вот выворачивающих движений кутикулы, которые я в целом фрезой обычно не делаю, но решила попробовать, как эти действия получаются этим пушером. Срезаю кутикулу. Внутри, можно сказать, я сильно глубоко не обрабатывала. Кутикулу у меня наросло немного. Ножничками эту ленточку кутикулы срезаю. И дальше смотрю, обезжириваю, убираю всю пыль, чтобы разглядеть, не осталось ли у меня в глубине птериги. Можно зашлифовать, можно так сказать, срез кутикулы той же абразивностью пушера. Я, кстати, взяла абразив 180, это практически синий абразив, поэтому смотрите по состоянию кожи, если она чуть более нежная, можно взять 240 абразив. И здесь я после среза увидела в правом синусе, что у меня там есть кусочек птериги, который можно дочистить. Собственно, что я и сделала. Стилусом это получилось выполнить, маникюр у меня получился. Маникюр я выполняла таким способом впервые. Это всегда чуть тяжелее, чуть более непонятно, как это все делается, непривычно. Дальше, после маникюра, я вам предлагаю приступить сразу к дизайнам. И я использую гелевые типсы с одного набора, такого более осеннего, я так его назову. Подобрала я заранее размеры под каждый свой ноготок, под каждый пальчик. И подобрала как раз таки цвет тоже, чтобы у меня получился уже готовый дизайн, потому что здесь цвет уже выкрашивать не нужно, только остается творить. Слишком острые кончики я подпиливаю, чтобы они чуть-чуть были более такие сглаженные, мне так больше нравится. И в этом дизайне я буду использовать металлическую гель-краску от Bon Preti. Но вначале я сделаю такие черные пятнышки, кляксочки, для того, чтобы как-то соединить дизайн, чтобы он перекликался с остальными ноготками. Скорее всего, остальные пальчики у меня останутся просто черными, а на вот этих бежевых буду творить дизайн. Вот это черное непонятное пятно такое хаотичное, которое я вырисовываю гель-краской и тонкой кистью. Кстати, не прям уж она таки тонкая, средней ширины, среднего размера тонкая кисть. Просушиваю эти пятнышки в лампе и беру металлическую гель-краску. Красивого цвета, как я уже сказала, для нее я взяла кисть потоньше и на заполимеризованные вот эти черные пятнышки ставлю такие рамочки произвольного выполнения. Здесь куда ваша фантазия поведет. Чем очень крутая гель-краска металлическая, тем, что вам не нужно париться, слишком много действий делать, как мы можем это сделать с втиркой, например, то есть нам нужно забафить ноготь, нам нужно топом провести линии, просушить, втереть втирку, снова топом запечатать именно этот узор, потом убрать все эти махрушки от втирки, которые остались на ногте, чтобы было все чисто, аккуратно. А здесь мы сделали один раз, провели кистью, и у нас уже металлизированный эффект получается. Это очень круто выглядит. Я помимо тонких линий поставила еще такие
такие кляксочки тоже рядом. Ноготь длинный, и прям хочется на нем повеселиться, поиграться и сделать дизайн на широкую ногу, так сказать. Дальше я добавлю еще таких вот силиконовых наклеек. Эти надписи всегда делают маникюр более стильным, интересным. И еще я не удержалась и хочу поставить вот такие вот черные полусферы. Креплю их буквально там на топ, на базу. В целом неважно, стоят эти сферы хорошо. Плюс сверху, после всех полимеризаций просушек, покрываю глянцевым топом ногти. Посмотрите, какой стильнючий дизайн получился. И на осень, и вообще в целом, кто любит такие вот неяркие тона. Мне кажется, идеально. Итак, переходим к следующему дизайну. Из того же набора я выбрала другие цвета гелевых типс, разместила их на свои ногти, также использовала и бежевое покрытие, но дальше я беру типсорез и беспощадно отрезаю длину этим типсом. Ну а что, мне кажется, это тоже классный вариант. Быстрое получение квадрата, он слегка зауженный на кончике, но если отрежете длину еще короче, то будет прям квадрат-квадрат. Дальше у меня были в посылке еще слайдеры от Анны Ткачева. Я вам их не показала, но это классные осенние такие слайдеры. Конечно же, мне захотелось их скомбинировать с таким цветом. Выкладываю эти слайдеры, заранее вырезанные, на смоченные в обычной воде спонжик, ватный диск. Прокрашиваю ноготь тонким-тонким слоем базы. Можно ее просушить, можно не просушивать и выставлять прямо на мокрую базу слайдеры. Располагаю их поочередно, надписи, веточки. Ноготь в этот раз уже не такой большой, не такой длинный, и поэтому у меня помещается только по одной веточке плюс надписи. Ну а дальше я решила поиграться с гелем-паутинкой черного цвета. Сделала ровные линии и решила добавить вот таких вот еще кракозябр. Получилось, мне понравилось, как получилось. Не знаю, как вам. Я вам предложу в конце проголосовать, какой дизайн вам понравится больше из 4. Этот дизайн я покрываю матовым топом. Слайдеры лучше запечатать отдельно базой, а потом уже покрывать завершающим слоем топа. И посмотрите, какой маникюр получился. Мне очень нравится. Стильно получилось, не аляписто, но по-осеннему. Следующий вариант дизайна уже будет с серыми гелевыми типсами. Здесь мне тоже не пришлось ничего выкрашивать, делать фон и так далее. Я просто выбрала те типсы, которые мне нужны. Расположила их все сейчас в один тон на всех своих пальчиках и рисую черной гель-краской веточки. Это очень простые веточки. Здесь нужно просто манипулировать кистью, ставя ее на кончик, потом делать нажим. Гель-краска отдает такой плотный слой своего цвета, и снова нужно поднять кисть на тонкий кончик. И мы получаем несложным образом такие вот веточки, располагая их рядом друг с другом. На одном ногте у меня располагается 2 веточки, и аналогичным образом я располагаю ветки на втором ногте. У меня будет 2 ногтя с таким вот дизайном. Но остальные ноготки пустовать тоже не будут. Я не знаю, все ли научились рисовать вот такие вот несложные веточки. Обычно их используют летом, потому что они напоминают такие тропические ветви, но я решила их использовать в такую пору года, осенью, и дальше, просушив эти веточки, я беру бриллиантовую кошку. Она серебристого цвета от Eriskay. Это та самая кошка, которую кладут в подарок при заказе от определенной суммы вашего заказа. Поэтому она мне досталась в подарок, она невероятно красивая. Я подношу магнит, и я снова вижу свою веточку, потому что магнит я расположу таким образом, чтобы серебро от кошки у меня расположилось по контуру ногтя. А вот уже на тех ногтях, где у меня нет этих веточек, просто чистый серый цвет, я наношу кошку на весь ноготь и собираю блик уже в центре. Для того, чтобы он максимально в центре образовался, стал максимально ярким, нужно несколько раз кошку собрать магнитом с краев ноготка, потому что иногда она сбегает. И посмотрите, какой блик, он невероятно яркий, классный, красивый. Я не могу нарадоваться. Мои ручки чуть-чуть в пыли, и тот дегидратирующий тоник, который я вам показывала с посылки, посмотрите, он буквально фотошопит кожу рук. Мне очень понравился эффект от него, буду его использовать, не пересушивая сильно кожу, но при этом руки становятся как будто бы мягкие, такие как от крема. Эффект классный. Ну и пойдем
пойдемте фотографироваться. Я сделала просто миллион разных видео, разных кадров, фотографий, потому что не могла налюбоваться бликом этой кошечки. Вот настолько простой по выполнению, да, эффект, но как красиво выглядит. Ну и тоже могу его отнести к очень необычным, стильным вариантам осеннего дизайна. Как вам вообще этот маникюр, нравится? Нет? Мне кажется, очень интересно и хочется его рассматривать и разглядывать. Ну а мы с вами переходим к последнему нашему супер яркому, в отличие от предыдущих, дизайну. Я выбрала типсы с другого набора, они более яркие, все они разного цвета, и рядом на палитре я выложила еще гель-краску других совершенно цветов, ну практически других. Дальше я беру аэропуффинг, вы о нем уже слышали из моих видео, это вот такая поролоновая шарик, поролоновая подушечка, которым можно делать градиент. Набиваем его в краску нужного оттенка и набиваю потихоньку, продвигаясь вверх нужным цветом. Все, градиент готов. Для того, чтобы набрать следующий цвет, нужно просто этот пуффинг в салфетку обезжиривателем чуть-чуть так вытоптать и поверхностно снять предыдущий цвет. Этого достаточно для того, чтобы в следующий раз с набором следующего цвета пуффинг не отдавал предыдущий цвет. Все получается очень чисто. С более ярким цветом чуть сложнее сделать переход, но добиться этого можно. Мне очень нравится сочетание сиреневого и вот этого салатового цвета. Прям потрясающее сочетание. Жаль, что я раньше летом его не использовала. Но ничего, яркие краски могут быть актуальны не только в летний период времени. Итак, каждый ноготок я сделала с градиентом. Дальше я беру универсальный клей-гель, вот этот вот магический какой-то странной консистенции клей, ставлю его небольшими капельками, я не знаю, горошинками, и приготовила уже выкладку из разных страз. Хочу сделать дизайн с инкрустацией стразами. Нужно отметить, что этот клей-гель я не делала ему промежуточной просушки в лампе. И все стразы, естественно, за счет консистенции этого клея стояли просто намертво на месте, не двигались, не сползали. Мне прям даже нужно усилие было прилагать, чтобы страз вмять в этот клей-гель. И он стоял, естественно, неподвижно. Мне кажется, это классная штукенция. Для страз вообще огонь. Но как носятся типсы с этим клей-гелем, я еще не тестировала. Нужно чуть больше времени для этого, чтобы понять, вообще рабочий он или нет. Любую инкрустацию я завершаю бульонками, потому что они делают дизайн еще более изящнее, интереснее. Ну а вокруг всех страз и на остальных пальчиках я покрыла ногти матовым топом. Всегда стразы ярче и круче блестят на фоне матового топа. Дизайн готов, но я не знаю, я потратила на эти ногти меньше 20 минут, а выглядят они настолько роскошно, настолько дорого, настолько сложно, кажется, выполнена эта работа, но мы с вами знаем, что это только кажется. На самом деле дизайн пуффингом градиента сделали мы в считанные секунды, стразы тоже нет особой сложности выставить, если вы уже заранее знаете расположение, у вас есть необходимые фигурки. Но и предлагаю вам проголосовать, какой же из 4 дизайнов вам понравился больше всего, какой хотите повторить, а какой вам откровенно не зашел. Делитесь в комментариях, очень всегда интересно. Ну что ж, у меня на этом все. Такая огромная распаковка получилась. Надеюсь, что подробная, но не слишком затянутая. Для вас было интересным просмотр этого видео. Жмите лайк, это поддерживает мой канал. Если вам было интересно это видео, вы скоротали несколько 15 минут с просмотром в моей компании. Мне это очень приятно. Можете отреагировать комментарием или поставить просто лайк, кому неохота писать комментарии. Это все помогает продвижению таких видео. И буду прощаться уже с вами на сегодня. Всем спасибо, что были сегодня со мной. До скорой встречи в новых видео. Пока-пока.